Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты отличаешься от других? В чем твоя уникальность? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации понимаете, очень похоже на вашу подругу Наташу, у вас появляется шанс отправить видео ей. Пусть она узнает, чем она отличается от других и в чем ее, собственно, уникальность. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая? Ух ты. Женщина, которая постоянно к себе привлекает внимание. Может, уже даже и не хотела бы. Иногда хотелось бы где-то так прошмыгнуть, как серая мышка. Да уж нет, не получается. Так, яркая муза, харизматичная, энергетически наполненная. Женщина, которая для многих лакомым кусочком таким является. Женщина, с которой многие берут пример. Тут наличие талантов. Так, умение где-то себя преподнести, умение сделать акцент, там, не знаю, на достоинствах каких-то во внешности, умение где-то комбинировать эту одежду, элементы гардероба. Ну, в общем, женщина. Так, постоянно чувствуют это внимание со стороны, рассматривают вас, любуются, может, вами. Ну, скорее всего, тут некоторые, скажем так, с не совсем здоровым интересом в плане планов на вас. Может быть, желание где-то использовать ваши ресурсы, там, способности, в принципе, как-то вовлечь вас, проманипулировать. Почему я так говорю? Потому что тут эти две карты говорят о том, что вокруг вас какие-то эти хитрые лисы, которые расставляют эти ловушки, силки, как сети какие-то, да. Где-то ощущение такое, может быть, даже вы уже не раз попадали. Может быть, вы даже досчитываете, как будто мало искренних людей, которым от вас ничего не нужно. Это как вот этот фильм замечательный «Игра в Калиостро», да, по-моему, называется, советский еще, древний, и там «Игра в Калиостро», по-моему, говорит, люди делятся на два типа, да, я уже дословно не помню, это те, которые что-то мне нужно, что-то от них, и тем, которые чего-то хотят от меня, да, нужно от меня. Так вот, мне от вас ничего не нужно, колитесь, что вам нужно от меня. Ну, я понимаю, что это так приземленно, иронично, но тут почему-то вы, может быть, не раз уже становились жертвой. И где-то уже даже, тут карта красивое женское лицо, но изможденное. Это усталость. Усталость — это карта клетка тут. Хотя сама по себе это, тут видите, яркая, да, как будто полет, свобода, в принципе, вот такая. Но сейчас может быть ощущение, как какие-то ограничения, ментальные могут быть ограничения, может быть объективно, как ограничения какие-то у вас. У кого-то проблемы со здоровьем, не приведи Господи, у кого-то финансовые, временные, там, повторяюсь, временные ограничения. У кого-то состояние, может быть, рядом находятся вот такие лисы, да, тут даже не одна. Почему-то мне по этим картам, как будто бы люди вокруг вас есть, которые там какие-то планы строят, но эти планы не корыстные. В этих планах, может, они там улыбаются, да, как-то, но не факт, что они искренне вам улыбаются, да. Может быть, у них какие-то хитрости, лисички, как это, дальновидность с их стороны, то есть где-то, может быть, даже сейчас они это не озвучивают, не транслируют даже вам, то, что вы им там для чего-то нужны, выгодны. В перспективе, может быть, они планируют как-то вот. В общем, нет искренности какой-то. Вот я об этом. Вокруг вас какой-то нет искренности. И вас это огорчает, мягко говоря. Где-то вы от этого уже устали, где-то это уже хроническое какое-то такое состояние, как вот сжались, да, где-то, может быть, максимально вы ощущаете так себя, знаете, так, сейчас я возьму себя в руки, мне надо продержаться еще какое-то время, может, потом будет полегче. И вот это вот время, когда полегче, оно почему-то вот длительное время не наступает.
Не могу сказать, что прям вообще вот как будто бы какой-то там ужас или какой-то хаос вокруг вас. Ну, вот энергетические ощущения, ваше вот дискомфорт какой-то. Может, даже многих вещей вы даже, так вот если спросить, так плохо, хорошо, да и неплохо вроде бы. А состояние, вот какое-то напряжение, тревога, тоска какая-то даже, вот где-то какая-то безысходность. Хотя это вам не свойственно, вы сами по себе очень яркая, вы сами по себе позитивная, оптимистка. Вот под этим картам у меня так проходит. И вы хотели бы вот такую какую-то яркую жизнь проживать, в полной мере кайфовать, тут без всяких подтекстов. Как будто вот, не то, что там весь мир против вас нет, упаси Господи, но тут как... То ли вы можете задаваться вопросом, где я не туда свернула, почему я, может быть, с этими людьми рядом оказалась, как мне все назад открутить, или как мне сейчас из этого состояния, в которое я попала, выходить из этого состояния проблемного какого-то, с минимальными потерями для себя. Так, ну давайте спросим, что-то, ну понятно, что клетка ограничения это у каждого свое. У кого-то это союз с кем-либо, или на работе взаимоотношения, да, какие-то тоже, как в клетке. Давайте спросим, что-то, Лиса, это люди вокруг вас. О чем это? Вот даже смысл это, как бы цель этих людей, в принципе, использовать вас. Вот еще раз повторюсь, карта подчинения. Подчинить, заставить по своим правилам как-то играть. У них есть какое-то видение того, как должны развиваться события, как игру какую-то люди ведут. Да? Ну, понятно, они в этой игре ведут, а вы ведомые. Да? И желание вот вокруг цели, вокруг цепи, вокруг вот, сейчас, извините, вокруг шеи вашей цепи эти намотать и как вами управлять, а вы должны быть в подчинении. Ну, то есть, в принципе, поставить вас в такое положение, состояние, где вы будете, ну, не то что там беспрекословно, но как будто бы хитро, вот, по их задумке, исполнять их желания, как винтиком каким-то быть в какой-то системе. Вот почему-то мне такое сравнение. При этом вас могут кормить и завтраками, и обещаниями, и иллюзиями какой-то лучшей жизни. Ваша жизнь, вот это по карте парусник, сейчас что-то войдет прекрасное, замечательное. Но по большому счету, я не говорю, что это не будет, но как будто бы делаете, как это, знаете, пометочку. Вам могут пообещать там, уж не знаю, там клубнику, да, какую-то. Клубнику, но забывают указать, что вам придется там за килограмм этой клубники, там, уж не знаю, если на рынке вы условно за 50 там монет можете купить, да, то вам придется пахать там 5 дней за килограмм этой клубники. Вам это как презент еще преподнесут. Ну, то есть какое-то обесценивание вашего то ли труда, то ли ваших каких-то вложений, ресурсов. Вот такая какая-то тут ситуация. Ну, вы поняли, это я все упростила, утрировала. Даже сейчас, может, эти люди, карта воздержания, они сейчас к вам, может, именно сейчас и не проявляют вот таких каких-то, ну, опять-таки, как вам сказать, решительных действий или действий, которые, ну, вследствие вот вы увидели эти действия, у вас реакция такая, послать их куда-нибудь в эротические дали. Нет, они как вот паучки сидят в этой засаде, эту паутину как будто бы так вокруг вас расставляют эти силки и ждут в ожидании. Это как план какой-то. Ну, мне так показано. Так, то есть карта уставшей женщины. О чем это? Красивая уставшая женщина, изможденная. О чем это? Тяжелая ноша. Вот устала все. Хотелось бы уехать куда-нибудь, не знаю, Бали. Ой, Испания. Куда-нибудь отдохнуть подальше, скинуть эту тяжелую ношу. Подзадолбалась. Социум игра. Ух ты, а что это? Ну, не знаю. Ощущение такое, как будто бы в социуме реализация, может быть, идет вот все не совсем так, как бы вы этого хотели. Карта игра. Помимо вашей воли, как будто бы развивается где-то, что я понимаю, какое-то, может быть, странное сочетание, помимо вашей воли. Ну вот, уж не знаю, тяжелая ноша, это как будто бы ваша реализация. Там, не знаю, уже обучение, может быть, какие-то планы в
планы там по карьерной лестнице, еще что-нибудь, как будто бы пока оно как-то так карта игра, но как-то, может быть, не совсем все так, как бы вам хотелось бы. Ну, повторюсь, как будто не совсем вы можете это все контролировать. Так, карта Эрос, привязанность, душевные муки. Опять-таки, если у кого-то в прошлом была какая-то, девочки, такая любовная история, в том числе там какой-то мужчина был для вас, ну, сексуально притягателен, это где-то как крышу вам сносило, привязанность была, то у вас сейчас ощущение, что вы не хотите уже больше повторения этих каких-то душевной муки, эмоциональной качели, как будто бы насколько могло быть прекрасно, прелестно, замечательно и там феерично, настолько же потом это сменилось вот этими какими-то душевными муками. У каждого свое, у кого-то там наличие третьего фактора, у кого-то в дальнейшем мужчина мог себя как-то проявлять, мягко говоря, токсично, да. Вот это вот все, говорят, вот эти вот все как последствия вы сейчас разгребаете. Тут ощущение вот это вот, хоть бы тут передохнуть, не зря эта тяжелая ноша первая вышла, да, это, вот мужчина держит эту тяжелую ношу, хочет, не хочет, он ее тащит, держит. Если говорю, так хочется куда-нибудь эту тяжелую ношу скинуть и вновь как будто бы, ну, как минимум релакснуть, как минимум пару дней никого не видеть, не слышать, а желательно где-то вообще еще и позитив какой-то в этот момент получать, да, как выздороветь от этого всего, оздоровиться, в санаторий какой-то съездить, вот хотелось бы. Причем так, чтобы никто вашу геолокацию не мог вычислить. Вообще отключить, в тайгу уйти куда-нибудь. Ладно, к медведям. Уж не знаю. Что там в тайге? Какая живность? Медведи. Эти, хотела сказать, как эти, лесники, не? Во время расклада никто не пострадал, да? Ни медведи, ни охотники. И меня никто не пристрелил. Ладно. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, девочки, серьезно. Что мы смотрим вообще? Чем вы отличаетесь от других? И в чем ваша уникальность, да? Сделаю так. Ой, вот так вот сделаю, вы поняли, да? Ой, так что, Ира, что у тебя за такое сегодня игривое настроение? Так. Чем вы отличаетесь от других? В чем ваша уникальность, мои хорошие? Так. Чем вы отличаетесь от других и в чем ваша уникальность? Чем вы отличаетесь от других? В чем ваша уникальность? Чем вы отличаетесь от других? В чем ваша уникальность? Вспоминаю всегда этот фильм, он тоже такой, ой, советский, старенький, но такой чудной, влюбленный по собственному желанию. Тоже фраза такая была. Вы же не ширпотреб, вы же инпошив. Так, в чем ваша уникальность, да? Чем вы отличаетесь от других? Ой, возьму же эротическую, конечно. Чем вы отличаетесь от других? В чем ваша уникальность? Ну и вот такой, пожалуй, возьму. И начинаем. Чем отличаетесь от других? В чем ваша уникальность? Все, начинаем. Фу-фу-фу. Так, барабанная дробь. Чем вы отличаетесь от других? В чем ваша уникальность? Интересно. Прям история начинается с того, что вас как будто бы могли свести высшие силы. Ну, по компасу, это как встреча какая-то, она была запланирована, мне почему-то так хочется считать, высшими силами, небесами, да, была запланирована, и вас вело и привело к какому-то принцу. Хотелось бы мне сказать замечательному, великолепному, но какому-то мужчине, для вас он был принцем, как бы там ни было. И сердечко, вот вы должны были его встретить и испытать эту любовь. У вас прям вот как будто бы уникальность.
ваша. Ну, многим не дано любить, многим не дано испытывать вот такие эмоции. Не знаю, чем это закончилась история пока, но, по крайней мере, показано, как вы раскрылись как женщина. Вы, может быть, рядом с этим мужчиной ощутили себя максимально вот, вот рядом с ним. Вот такой вы себя ни с кем другим рядом не чувствовали. Опять-таки, может быть, в сексуальном плане раскрылись, может быть, в плане, может быть, это вас сподвигнуло, вот это вот какая-то любовь сподвигнула, опять-таки, к развитию, к познанию себя, мира, может быть, переоценке каких-то взаимоотношений между мужчиной и женщиной. У кого-то эта любовь, она таким каким-то, знаете, пинком могла тоже служить. Если тут принц, ну, не знаю, какой он на самом деле, но, повторюсь, вы его могли видеть просто предел мечтаний, как будто бы я этого мужчину ждала всю свою жизнь, или он моя вторая половинка. Соответственно, желание самой где-то, может быть, реализоваться, где-то стать лучшей версией самой себя, раскрыть себя, свои сильные стороны, познать их даже. А у кого-то это прям, может быть, возникли какие-то, ну, такие, может быть, вы о своих амбициях, мягко говоря, даже не вспоминали и не задумывались, и вообще думали, может быть, ты абсолютно не амбициозна, у меня в моей жизни все прекрасно, стабильно течет, и меня это устраивает, то есть нет там, не было каких-то там желаний, там, не знаю, опять-таки, выше головы прыгнуть, выше какой-то планки, даже и в мыслях не было. А тут почему-то мне кажется, что вот именно встреча с мужчиной, с каким-то, любовь, вот эта, которая вас накрыла, это явилось таким, ну, для кого-то трамплином, для кого-то точкой невозврата уже к себе прежней. Угу. Интересно. Так, чем отличаешься от других? В чем твоя уникальность? Угу. Я такая, тут сова это вышла, карта, я такая, угу. Да, все ясно. Так, девочки. Уникальность. Ой. Ну вот когда мне эта карта алкоголь выходит, и сочетание еще такое развал, вот не знаю, ну как, я прекрасно понимаю, не может быть там, что у всех, кто смотрит этот расклад, там какие-то злоупотребления алкоголем, или у второй половины, да, допустим, второй там, в избранник там. Но будем считать это как пороки какие-то, как слабости. Ладно, я сразу делаю акцент на этом, потому как я должна, ну, не могу, я должна эту карту прочесть, но и тут же я должна сказать, что я понимаю то, что не у всех там злоупотребляют. Дай бог, поменьше злоупотребляли. Так. В чем ваша уникальность, чем отличаетесь от других? Вот тут, смотрите, тут показано, вот, я еще тогда не открывала эти карты по поводу любви, по поводу того, что вот любовь на вас обрушилась, и чем это для вас закончилось, и во что это вылилось. Тут показано, вы столкнулись с какими-то манипуляциями. Может быть, в моменте вы даже осознали, я-то люблю, я готова на все для этого человека. Тут какая-то, может быть, даже жертвенность с вашей стороны. По крайней мере, готовы были на многое. А потом, вполне возможно, пришло осознание того, что вот на этой карте, смотрите, изображена женская тут голова, женщина кричит от боли, и тут руки мужские тянутся, и как бы глазницы эти проникают, карта манипуляции. Пришло сознание того, что со стороны мужчины это не совсем любовь. И, скажем так, это совсем не те чувства, которые я испытываю к нему. Нет этого вот зеркального отражения. Да? Вот как мы, в принципе, когда мы действительно влюбляемся в кого-то, мы же искренне надеемся, что вот те эмоции, которые мы испытываем, допустим, вот я испытываю к мужчине, и где-то подсознательно ты думаешь, да, вот он вроде бы дает точно такие какие-то эмоции, значит, ответ, да, какие-то реакции он дает, значит, эмоции такие же испытывает. Ну, вот. А тут до вас дошло, что нифига, это вообще
вообще это какие-то манипуляции, может быть, даже начали изучать там психологию, таро, то же самое начали просматривать, для того, чтобы для себя осознать, а любовь или манипуляция это человек мной пользуется, использует меня как-то или искренне. Ну, по поводу искренности, ну, значит, большие эти закрались сомнения, поэтому и начали интересоваться. И тут карта письмо, это как, ну, информация какая-то пришла. Пришло осознание, наверное, действительно того, что, ну, я слишком как-то это все иллюзорно воспринимала где-то. Так, по поводу судьбы, судьба сова. У кого-то уже пришло принятие вот этой ситуации, уже осознали все, проработали многие. Уникальность ваша в том, что где-то вы продолжаете, вот карта судьба, идти по этой дороге и выстраивать свою жизнь, но уже, скорее всего, без привязки к этому мужчине. Где-то многие сами себе говорят, ну, и хорошо, я испытала эти эмоции, я буду помнить хорошее, но в то же время с этим опытом противостояния, там, да, вот, этим манипуляциям, больше я подобных личностей я к себе подпускать не буду. Может, более избирательно будете теперь как-то относиться к выбору, опять-таки, тщательнее, к выбору партнеров. Может быть, для себя некоторые осознали, вот как у меня вчера была клиентка, она осознала, вот карта принца, она мне прям таки говорит, я прекрасно понимаю, какой типаж мужчин мне интересен, я понимаю, чем чреваты эти отношения, вернее, с такими мужчинами. Я понимаю, насколько мне там скучно с обычными какими-то мужчинами в плане с мужчинами, с которыми можно построить стабильные отношения. Не хватает вот этой яркости, наполнения. Ну, вот с чем-то она готова мириться, с чем-то нет. Тут очень важно понять, да, чего ты хочешь, истинно вы хотите, и к чему вы стремитесь, и на что вы готовы закрывать глаза или мириться, а с чем абсолютно не готовы. Подпишись на канал и поставь лайк. Так вот, как будто бы вот эта вся история вас научила очень многому. Где-то осознать себя, принять себя, свои какие-то потребности, свои желания и понятие даже того, что для вас важно, чтобы ваши эти потребности были закрыты. Я бы сказала, что даже эта история вас научила какому-то самоуважению. Где-то даже осознали эти свои рамки, границы. Кто-то их впервые выстроил. Карта сова. Мудрая очень женщина. Женщина, которая, может быть, вы в середине там своего пути или в начале пути, по большому счету, но вы уже мудрая, обладаете этой мудростью. И она не на ровном месте, эта мудрость, да, возникла. Тут это болезненный опыт, противостояние, осознание, принятие. Так, что еще про вас можно сказать? Женщина, которая сейчас, вот карта сова и карта баланс, замечательно. Баланс и дальше карта страхи, которая сейчас каким-то образом старается выстраивать и держать этот баланс, и в этом равновесии находиться. То есть, мое понимание, ну, не совершайте каких-то сейчас неопрометчивых шагов, не совершаете каких-то, ну, не прыгайте, да, в эту любовную какую-то, не знаю, эйфорию, в океан какой-то эмоций, безбашенно как-то. Нет, как будто бы пытаетесь там как минимум набрать информации, как минимум где-то подстраховаться. Карта баланса. Это баланс между эмоциями и здравым каким-то рассудком. Ко всему подходите. Не обязательно там все там рационально, все по полочкам. Нет, но как будто бы уже нет вот этого какой-то детской наивности, нет где-то желание бежать впереди паровоза, желание где-то в моменте сиюминутно вот там закрыть, там вот, тяга у вас к любимому человеку есть, и вам прям вы вот поддаетесь этим эмоциям. Нет, вы можете там какое-то время подождать, прежде чем для себя даже осознать, а нужна я ему или нет, а почему он мне не звонит. Вот, ну, допустим, я пример такой привела. Ну, как будто баланс. Девушка, которая замечательно находится в этом балансе. При этом карта страхи, где-то не позволяете этим страхам брать верх над собой. Опять-таки, некоторым женщинам очень страшно столкнуться с этим, это ощущение одиночества, да. Я думаю, у вас уже, вы для себя осознали, что иногда одиночество
просто необходимо для того, чтобы где-то прийти в себя, осознать собственную ценность, свои какие-то потребности, осознать, какие у вас приоритеты в вашей жизни, в первую очередь вы. Тут как будто бы не даете этим страхам, где-то надуманным, где-то действительно эти страхи не дать вверх, не взять верх над вами. Так, это интересно. Опять-таки, у кого-то страх, вот если подряд так прочесть, мог быть связан, это как какие-то, как родовые вот эти установочки, программы, как из прошлого, да, вот карта кольцо, развал, алкоголь. Если в прошлом, там, допустим, вы видели бабушка сценарий, мама сценарий, мужчина мог там, допустим, злоупотреблять алкоголем, в принципе, вести какой-то образ жизни такой, я же говорю, токсичным быть, это, в общем, агрессивным, там, мог насилие применять. Ну, в принципе, карта развала, это как разрушать, он не созидает, он не вкладывается, он, допустим, очень токсичный, я же говорю, он разрушает даже то, что есть. И все равно бабушка там или мама держалась за этого мужчину. Пусть какой ни есть плохенький там, да, но временами же он не пьет, ну, временами же он хороший, допустим. Вот какие-то такие сценарии, как будто карта кольцо. Ну вот есть, нет, развод это как-то, ну, это осуждение какое-то, это как будто признать свое поражение. Вот тут кто-то мог с вот такими установками, даже оно не в открытую, оно даже не транслировалось, оно подсознательно передавалось от матери к дочери. Могло быть, я говорю, у кого-то такое. Так вот, вот даже вы научились из этого всего выходить. Ну, учитесь, по крайней мере. Где-то с этим работаете, вы для себя осознаете. Да нифига. Что толку хорошего? Посмотри, вот к чему, допустим, к чему пришла бабушка, к чему пришла мама, тетя там. Вот такое, какие-то родовые программы, повторюсь. Вот. И одиночество для вас, может быть, не знаю, почему я за это одиночество, ну просто как пример, допустим, что это вообще неплохо. Иногда это спасение. Это необходимая какая-то мера. И вообще многие одинокие женщины, да, кстати, там уже исследования были, если, я думаю, вы знаете, женщины разведенные, и которые, по идее, статус одинокий, да, но они проживают очень многие, намного более яркую, наполненную, счастливую жизнь, чем женщины, которые находятся в браке, в союзе и не совсем, может быть, счастливы. Так что такая тоже пометочка вам. Так, ладно. Но я думаю, женщина это уже многое тоже прорабатывает и осознает. Так, чем отличаетесь от других? В чем ваша уникальность? Интересно. Ну, так я могла бы, конечно, это все легко прочесть и сказать, что женщина сама по себе сексуальная, очень, в принципе, от вас вот какая-то манкость, привлекательность идет. И где-то вы позволили даже себе вот в какой-то момент поддаться, может быть, даже, повторюсь, рядом с каким-то мужчиной вы почувствовали вот то, что вы раскрываетесь как женщина, и где-то вы, опять-таки, может быть, ну, поддались этому искушению, соблазну, да, ничего плохого не имеет. Ну, тут как будто потом королева земли, параллельно с этим, то вы планировали, допустим, отношения серьезные какие-то, они перейдут на более серьезный уровень или формат какой-то. А тут показано, вы пострадали. Королева земли, тут женщина, которая воспользовалась, ну, во всех смыслах, извините, а она вкладывала, ну, по крайней мере, много сил, энергии, надежды какие-то питала по поводу того, что отношения перерастут. Опять-таки в более какую-то серьезную фазу войдут. Но опять-таки женщина, которая для себя сейчас, вот как по четверке мечей, тут как передышка, время, может быть, помедитировать, набраться энергии, сил, восстановиться после вот каких-то предательств, потрясений. И в принципе, вот благодаря вот этому вот состоянию для себя набрать вновь какой-то свой ресурс, но уже если и входить в отношения или связывать свою судьбу, то с императором. То есть уже вы как будто бы поменялись, вы меняетесь, и вы уже привлечете совсем иного мужчину, какой-то типаж мужской, и вам уже будет интересен. Тут император, это тот мужчина, который действительно берет ответственность за женщину, за какую-то империю. Где-то он, может быть, да, может быть, даже
деспотичным, тираничным, но этот мужчина, вот действительно, он ответственность несет. Действительно, мужчина готов защищать, вкладываться во всех смыслах. Но император, и рядом с императором всегда находится императрица. То есть меньше, чем на статус императрицы, вы уже не согласны. Вот, как-то так. У многих даже проиграется лучше никак, чем как-нибудь, да. Но в принципе, я думаю, что девочки, сейчас такой период у вас, да, вы вот восстанавливаетесь, опять-таки, хоть по чуть-чуть наполняетесь энергией, и я думаю, вновь как, как из кокона, да, вылетает эта бабочка. Вот скоро, совсем скоро вы предстанете перед, может быть, многими императорами в виде вот такой бабочки какой-то красивой. Лакомого кусочка, да. Но я думаю, тут вы уже по-другому тоже будете как-то себя вести. Опять-таки, может быть, даже не сколько вы сами будете, может быть, что-то предпринимать. Император — это, честно говоря, человек, который четко сам знает и понимает, какая женщина ему нужна, и предпринимает какие-то конкретные очень шаги для того, чтобы эта женщина сделала выбор в его сторону, была рядом с ним, ни в чем не нуждалась во всех смыслах. Ну вот, мне почему-то идет так. Я не знаю, сегодня такой расклад. Ваше, не ваше. Надеюсь, вам чем-то был полезен этот расклад, интересен. Спасибо вам за то, что вы со мной. До новых встреч.